Всем привет, с вами Марти и Вася Винторез. И я уверен, вы все его помните по видео про страйкбольный дричган. Сдохни, Маклауд, сдохни! Эх, какое было время. Но с тех пор Вася в страйкбол больше не играет, потому что его забанили. А давайте посмотрим, за что он получил свой бан. О, Марти! Марти! Вали, Марти! Да свой! Подкрепление на третью точку, срочно, там двое наших осталось. Эй, сюда быстрей! Подкрепление нужно, там наших мало! Эй, а что, не попал? Эй, Маклауд, сюда иди! Сюда иди, говорю! Вася, скажи мне, ты вообще понял, почему тебя забанили? Да, тяжелый случай. Ладно, давай разберем некоторые неоднозначные моменты и покажем, как нужно действовать правильно. Стрельбой по-сомалийски называют стрельбу из-за укрытия, когда стрелок не видит, куда он стреляет. Несмотря на то, что в реальных боевых действиях это обычное явление, на большинстве страйкбольных игр такая стрельба запрещена. Что вы думаете по поводу стрельбы по Сомали? У него на брови. Я думаю, это сильно. Сразу хочу поделиться с вами моей личной интерпретацией данного ограничения. Как я уже сказал, в большинстве страйкбольных правил четко написано, что стрельба по-сомалийски – это стрельба из-за укрытия, не видя цели. Но тогда можно ли считать нарушением правил вот такую ситуацию? Игрок использует зеркало, чтобы целиться из-за угла, не показывая головы. Кроме того, в продаже есть специальные призмы на прицел для стрельбы из-за укрытия. При этом игрок отлично видит, куда стреляет, и формально правило не нарушено. Но по сути это читерство, потому что противник почти не имеет шанса попасть в ответ.
Или вот неплохая ситуация из моего старого геймплея. Я обездвижил машину противника и пока тянулся за второй гранатой, увидел, как стрелок пытается высунуть ствол привода в окно, чтобы меня убить. С одной стороны, он отлично видит меня через лобовое стекло, и формально правило стрельбы из-за укрытия не нарушено. Но я посчитал это читерством, поэтому сразу сделал ему замечание. Игрок вроде бы услышал меня и решил сначала выйти из машины, что в данной ситуации я считаю правильным. Поэтому, на мой взгляд, при стрельбе из-за укрытия должна показываться хотя бы часть вашей головы, чтобы противник имел шанс в вас попасть. С точки зрения игровых условностей страйкбола, данное требование я считаю логичным. Исключение можно сделать для оператора щита, который использует пистолет. Что касается стрельбы через небольшие отверстия, то в основном применяется правило минимального размера дыры, а именно листа формата А4. Но некоторые организаторы разрешают стрелять через любые отверстия, если игрок способен одновременно стрелять и видеть, что находится по ту сторону дыры. Кроме того, откровенная стрельба по-сомалийски на некоторых играх разрешена, например, на реконструкциях, где игровой процесс максимально приближен к реальным боевым действиям. Если граната взрывается в небольшом помещении, то она убивает всех, кто находится внутри, вне зависимости от наличия укрытий или радиуса разлета шаров. Кроме того, на играх, где я обычно записываю геймплей, установлен 5-метровый радиус полного поражения. То есть в радиусе 5 метров от точки взрыва все считаются убитыми. При этом кусты или густая трава укрытиями не являются. Я поддерживаю данную поправку, потому что гранаты — это дорогое удовольствие, и они должны быть эффективными. Одно из важных правил страйкбола — мертвые молчат. То есть, будучи мертвым, вам никак нельзя передавать игровую информацию живым игрокам. Можете обсудить интересные игровые моменты в мертвяке, но при этом не рассказывайте о том, что вы узнали после игровой смерти. Лично меня очень напрягают игроки, которые нарушают данное правило. Это сильно ломает баланс и восприятие игры. Поэтому я не стесняюсь делать замечания подобным нарушителям. А если кто-то начинает огрызаться, сразу иду к организатору. Хочу напомнить, что страйкбол — это игра друзей, даже если некоторые друзья бывают мудаками. Поэтому любое общение между игроками должно иметь как минимум нейтральный тон, без каких-либо оскорблений. Особенно это касается подозрений в несознанке. Эй, я что, не попал? Эй, Маклауд, сюда иди! Сюда иди, говорю! Лично для себя я давно установил жесткое правило. Если я стреляю в противника и он не поднимает руку, значит я не попал. Следовательно, нужно стрелять дальше, пока он не сознается. Вася, а ты знаешь, какие строгие законы о страйкболе есть в других странах? Давай расскажу. Например, в США ствол привода должен быть окрашен в оранжевый цвет. В Великобритании и Португалии, если у тебя нет страйкбольной лицензии, то часть твоего привода должна быть закрашена ярким цветом. А вот в Китае и Австралии страйкбол почти полностью запрещен, и подобных примеров очень и очень много. Ты хочешь, чтобы в России было так же? Тогда, пожалуйста, не уподобляйся особо одаренным личностям, которые любят демонстрировать свои пушки и снаряжение в общественных местах. Пока наши власти на такое особо не реагируют, но это пока. Так что по возможности пресекайте и фиксируйте такие действия. Вежливо объясняйте подобным героям, что таким образом они подставляют все страйкбольное сообщество. И по возможности фотографируйте их, чтобы они могли получить свой заслуженный бан. Вася, теперь ты понял, в чем конкретно был неправ?
Ты хочешь научиться играть в страйкбол эффективно и по правилам? Ну что ж, давайте поддержим Васю в его желании и соберем под видео 10 тысяч лайков. Тогда мы выпустим серию обучающих роликов. А пока подписывайтесь на канал, на мои соцсети, напоминаю, что в описании много полезных ссылок и играйте по правилам.